Признавайтесь, вы купили вашему ребенку Pop-It или Simple Dimple, но уже через пару дней ребенок потерял интерес и теперь совсем с ними не играет. Не беспокойтесь, это еще не время выбрасывать эти игрушки. Я купила все Pop-It и Simple Dimple для себя и сейчас успешно использую на своих индивидуальных и групповых занятиях по развитию речи. И поверьте, детям использование именно этих игрушек придает больше мотивации, они начинают работать намного более продуктивно на занятии. И специально для вас сегодня я подготовила 5 игр, 5 идей для развивающих игр с ребенком дома. Поэтому давайте начинать играть. Итак, добро пожаловать в мою игровую. Вот все мое богатство. Вы видите, что у меня есть 3 Simple Dimple и 2 Pop-It. Динозавр, радуга, Pop-It и Simple Dimple единорог. Вот такая радуга, которая крутится, и Simple Dimple с планетами. Скажу сразу, я использую все эти игрушки, но наиболее функциональными для меня оказались как раз-таки вот эти радуга и вот этот вот цветок, потому что в них больше цветов и больше кнопочек, на которые можно нажать. Давайте смотреть, как же можно это использовать вместе. Итак, первая игра, которую я вам покажу, нам будет нужна для развития слухоречевой памяти. Помните, развитие слухоречевой памяти крайне важно. Нам важно, чтобы ребенок мог запоминать несколько слов подряд и потом их воспроизводить. Как мы это будем делать? Послушай внимательно и нажми цвета в том порядке, в котором я их назову. Красный, оранжевый. И ребенок называет красный, оранжевый. Слушай дальше, молодец. Желтый, синий. Желтый, синий. Затем вы можете увеличивать. Если ребенку очень легко нажимать на один цвет или на два, вы уже можете увеличивать количество. Например, 3. Слушай. Фиолетовый, голубой, оранжевый. Фиолетовый, голубой, оранжевый. Если ребенок не берет инструкцию, то есть неправильно воспроизводит, вы стараетесь повторить на 2 раза. Например, вы сказали красный, желтый, синий. И ребенок желтый, красный. Подожди, послушай еще раз. Красный, желтый, синий. Красный, желтый, синий. Таким вот образом. То есть, когда вы видите, что ребенку становится легко, вы можете давать ему уже больше слов, больше цветов в ряд, чтобы он их запоминал. Также вы можете немножко усложнить игру и называть не только цвет, но и количество, которое ему нужно нажать. Например, нажми 1 фиолетовый и 2 синих. Нажми 1 фиолетовый, 2 оранжевых и 1 желтый. Таким вот образом. Чем больше вы уже предлагаете ребенку, ему может быть немножко сложнее, но это отлично помогает развить слухоречевую память, чтобы ребенок мог запоминать как можно больше слов в ряд. Также это можно сделать вот на такой вот вертушечке, но здесь есть небольшая, я бы не сказала ошибка, но сложность. Здесь есть светло-зеленый, темно-зеленый, также есть 2 розовых, малиновый, такой светло-розовый, и 2 синих. Но, в принципе, все равно тоже здесь можно загадывать цвета, например, желтый, оранжевый, зеленый, и ребенок будет их также нажимать. Здесь они, кстати, нажимаются немножко сложнее. Также именно для этой игры мне также понравился очень сильно вот этот единорог, потому что здесь всего 5. Получается, что у нас будет на каждый раунд с ребенком, с которым я работаю, как раз-таки целый единорог. Слушай внимательно и нажми в том порядке, в котором я сказала. Оранжевый, синий, малиновый, желтый, зеленый. Оранжевый, синий, малиновый, желтый, зеленый. Таким вот образом. Меняем дальше игру и делаем ее уже игру не на слухоречевую память, а на зрительную память. Мы можем играть либо вот просто распечатать такие цветные карточки, либо взять цветные карточки, либо цветные карандаши, цветные фигурки, что хотите. Можно сначала убрать игрушку и просто предложить ребенку назвать цвета. Посмотри, какие цвета я тебе сейчас покажу. Красный, желтый, зеленый. Красный, желтый, зеленый. Сколько здесь цветов? 3 цвета, да. Сейчас запомни их. В этом порядке. Сначала красный, потом желтый, потом зеленый. Запомнил?
Убираю мои карточки, убираю. Нажми, пожалуйста, те цвета, которые ты сейчас видел. Красный, зеленый, желтый. Нет, по-моему, было не так. Давай-ка посмотрим еще раз. Красный, желтый, зеленый. Убираю. Давай попробуем еще раз. Таким вот образом. И вы можете менять опять количество цветов, какие цвета вы предлагаете, но это поможет ребенку немножко поработать как раз-таки над зрительным запоминанием. Следующая игра у нас на автоматизацию звука. Бывает так, что звук поставили, но ребенок все еще не использует его в речи. И как раз Simple Dimple или Pop-It нам может помочь немножко отработать звук. Смотри, пришел динозавр, он умеет рычать вот так вот. Р-р-р-р. Давай с тобой порычим. Р-р-р-р. Тираннозавр Рекс рычит. Р-р-р. Давай-ка мы с тобой на него понажимаем и порычим, как рычит этот динозавр. Ребенок делает р-р-р-р-р-р-р-р. Смотрите, сколько раз ребенок произнесет правильно звук, пока он все назовет. И поверьте, ребенку не хватит одного раза. Когда вы закончите с одним, он захочет перевернуть и сделать это снова. Я сделаю отдельное видео, как использовать Pop-It для автоматизации звука, но это первая самая идея. Поверьте, ребенку очень понравится повторять так очень-очень долго. Ну и, конечно, вы потом можете взять и другие варианты для того, чтобы тоже понажимать. Например, если у нас динозавр говорил «р», то единорог нам поможет говорить другой звук, какой вы захотите. Например, «к». Можно сказать, что это не единорог, а, например, конь. Он будет говорить «к», к примеру. Вариантов очень-очень много. Дальше наш цветочек может помочь нам собирать слова с определенным звуком. Этот цветочек я уже использовала на своих групповых занятиях. Например, повторяем мы букву «С» и звук «С». Я говорю: ребята, посмотрите, пожалуйста, наш цветочек сегодня собирает слова только со звуком «С». Возле меня сидит несколько детей. Я говорю: нажмите, пожалуйста, на лепесток цветочка, когда вы вспомните и назовете слово со звуком «С». Давайте думать вместе. Я, например, говорю им первое слово «самокат». Потом другой ребенок «собака». Еще один «сумка», «самолет», «сапоги», «коса», «лиса», «пас», «нос». Давайте вместе придумаем еще одно слово. Какое возьмем с вами? Скакалка. Итак, вы сделали все слова со звуком «С». Но что же делать с вот этим Simple Dimple, который у нас показывает планеты? Конечно, он оказался не таким функциональным, как я рассчитывала, но с ним тоже можно придумать разные активности, даже не всегда опираясь на название планет. Кстати, они здесь подписаны. Вот это Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Ну и, конечно, Солнце посередине. Например, мы брали эту игру для выполнения упражнений артикуляционной гимнастики. Когда выполнишь одно упражнение, можешь нажать. Давай начнем с первого. Вы начинаете делать гимнастику, которую вы обычно выполняете с ребенком для постановки звука, над которым вы работаете. Так, ребенок выполнил упражнение «Улыбка», он смог выбрать одну планету. И он еще спросит: а что это за планета? Меркурий. Хорошо, для Меркурия мы сделали упражнение. Давай сейчас у нас Венера смотрит. Выполняем заборчик. Выполнили, нажали. И таким вот образом вы тоже структурируете гимнастику для того, чтобы ребенок был мотивирован выполнить упражнение правильно, для того, чтобы он мог нажать, доделать всю игрушку и закончить гимнастику. Итак, это были все идеи игр с Pop-It и Simple Dimple на сегодня. Надеюсь, что вам понравились эти идеи, эти игры, и вы их будете использовать дома со своим ребенком. Спасибо за просмотр и до встречи на следующей неделе.